Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». К завтрашнему дню, то есть уже сегодня утром мы будем показывать, снимаем 6 февраля 2022 года это видео. 7 февраля планирую все посевы, посадки, к этому семян на рассаду, к этому у меня практически все готово. И почвогрунт, и таблеточки торфяные для посева, сами семена, водичка, все готово. Но вот в почте очень много вопросов. Когда вы все-таки из этих 3 дней, которые все астрологи указывают как продуктивные в Тельце, на растущей Луне, почему вы выбираете какие-то определенные периоды? И сейчас я вам более подробно об этом расскажу и докажу. Так, смотрите, вы уже видели весь агрогороскоп на февраль 2022 года, и я вам говорила, что я буду сеять именно 7 февраля, 8 не использую этот день ни для посевов, ни для черенкования, ни для других тех периодов, дел, агроприемов, которые начинают жизненный цикл. Почему? Итак, смотрите, у нас 7 февраля, начало этого продуктивного периода, и я выбираю продуктивный период с момента восхода Солнца до захода Солнца, так как энергии Солнца сейчас уже превосходят. Кстати, Луна – это приемник солнечных энергий и тоже подает нам дополнительно энергию Солнца. Вместе сейчас они дают уникальные возможности для того, чтобы мы могли выращивать прекрасные урожаи и красивые цветы и в саду урожаи, и на грядках. Ну, давайте рассмотрим 7 февраля, чем оно интересно для того, чтобы мы могли его использовать. Ну и дадим характеристику другим дням, когда Луна, а раньше было принято заниматься именно характеристикой этих дней с помощью только Луны. Итак, 7 февраля, с момента восхода Солнца, очень важный день начинается. Давайте рассмотрим, что это за солнечный день. Есть солнечный календарь, и сейчас очень многие по нему начинают жить. Я 2 года пользуюсь этим календарем, настроилась на его энергии, получается все замечательно. Итак, это 24-й солнечный день. Это день, когда человек должен быть со светом. Особый день. День проверки на прочность нашей веры, веры в свое сердце, веры в то, что ты делаешь позитивно, в то, что ты созидаешь. У тех, у кого сильная вера в свою творческую силу, в силу Творца, в сердце, тогда вера помогает переставлять горы, создавать чудеса на земле. Вот это такой красивый Солнце день. В этот день будет в 20 градусе Водолея. Управители этого дня Луна, Изида и Скорпион. Это очень хорошие энергии. Но в то же время, казалось бы, Луна – это женские энергии, но значение, этот градус имеет значение мужской светлый градус, градус богатства, долгую жизнь, счастливую старость. Еще один из исследователей градусов пишет так: «Большой белый голубь, несущий послание». Это значит, расшифровка такая: ответ духовных сил на основательные, непрерывные ценности и победы индивидуума. А вот наши усилия – это и есть творческий, созидательный труд, не только физический, а и позитивное, мирное, гармоничное состояние нашей души, нас самих при подготовке к творческому созиданию, началу новой жизни растения, к посевной. Помните, всегда мы в ответе за то, какую программу дадим юной душе этого растения, что своим состоянием, импульсом души заложим в результате. И вот то, что мы заложим, позитивное или негативное, то мы и получим. Вот это такой 20 градус 7 февраля. Солнце в 20 градусе будет. Но и это еще не все. Идем дальше. Смотрите, это первая фаза. Я вам показываю цветы, которые тоже я всегда высаживаю именно в благоприятные периоды, изучаю эти периоды и вам показываю, рассказываю и делюсь. И вот это сегодня всего-навсего 6 февраля, а у меня, как никогда, даже без укрытия, только в теплице расцвели вот эти прекрасные цветы, которые называются анимоны. Так вот, идем дальше. Это первая фаза.
Это первая фаза Луны, и стихия этой фазы – Земля. В этой фазе женские качества и свойства очень ярко выражены, а это плодородие, значит. Земля в это время находится в своеобразном эмоциональном равновесии, поэтому человеку, растениям, семенам в этот день надо именно быть всем в гармонии, в гармоничном солнечном настроении, созидательном, в радости за такой счастливый, благодатный, продуктивный, я бы сказала, фундаментальный день для начала нового сезона. Сеять семена, работать с растениями, укоренять черенки. Вот это все сейчас очень хорошо для того, чтобы мы использовали эти энергии. Ну и еще в это время, в первую фазу Луны, Луна становится как бы оплодотворенной Солнцем. Вот это момент, когда мы семена замачиваем, высеваем. В это время Солнце оплодотворяет и делает начальную вот эту стадию, дает толчок, такой стимул создается для того, чтобы растение росло, развивалось и давало хороший урожай. Вот это такой вот день 7 февраля 2022 года. Плюс это Луна в знаке Телец. Ну а Телец – это продуктивный труженик, который уже много лет нас тянет, помогает и дает возможность получать и прекрасные цветы, и урожайные садовые растения, и урожайные ягодные и фруктовые, это ягодные, фруктовые, садовые и овощные растения. А теперь подробно рассмотрим 8 февраля 2022 года. Это очень сложный, стрессовый день, сутки по всем абсолютно показателям. Солнце в этот день будет находиться в 21 градусе знака Водолей. Управители этого градуса Сатурн, Прозерпина, Стрелец. И вот их сила наибольшая в это время проявится, поэтому эти планеты нам и знак Стрелец особо помогать не будут. Вот такой он 21 градус знака Водолей, и он, кстати, характеризуется как критический злой градус. Он несет энергии болезненности, тайной скрытой смерти, лень, мечты, фантазии, но никак никакого дела. Далее, 25-й солнечный день 11-го солнечного месяца. Это неблагоприятное время для новых дел, для того, чтобы начинать что-то новое, а посев – это и есть новое дело, новая жизнь, и это время не подходит для посева. Еще один минус для 8 февраля 2022 года. Это переход Луны из первой во вторую фазу. Это сильнейший стресс для Земли, для человека, для растений, для семян. Это переход, связанный с тем, что при смене фаз Луна получает сильнейший удар от Солнца. И вот этот стресс очень болезненно ощущает и Земля, и все, что находится на Земле, и семена, и человек. Поэтому вот, кстати, переход осуществляется в течение 24 часов, и пик его будет в 16 часов 51 минуту 8 февраля, плюс-минус 12 часов. Запомните эту фразу, потому что она еще нам пригодится, эта информация. Вот этот момент очень важен. Воздействие лунного фильтра в эти сутки сильнейшие будут. И вторая фаза – это стихия Земли, перерождается в воду, и далее уже будет очень хороший период, когда уже вот этот стрессовый период завершится. Но мы будем говорить об этих позитивных энергиях чуть позже. А сейчас подведем итог на 8 февраля. Луна и Солнце находятся в том положении, когда семена не смогут выполнять задачу успешного старта новой жизни. А теперь рассмотрим еще и 9 февраля 2022 года. Часть этих суток Луна будет находиться в знаке Телец. Казалось бы, можно использовать для того, чтобы посевы провести.
Но в этот период будут происходить сложные космические события с Луной. Но давайте все по порядку снова же разберем. Солнце 9 февраля будет находиться в 22 градусе знака Водолей. Управитель в этом градусе Юпитер. Это хорошо. Этот градус можно охарактеризовать как большое стремление к совершенству. Это плюс. Имеем один плюс. 26-й солнечный день 11-го солнечного месяца – это энергии прибыли, больших приобретений. Это время соблюдения порядка, космического порядка. Эти энергии также нам подходят для посевов. Луна уже с 5 часов находится во второй фазе. Стихия Земли перерождается в стихию воды, а это позитивные созидательные энергии. Это я вам говорила, что запомните плюс 12 часов, вот эти плюс 12 часов завершаются 9 февраля в 5 часов утра. Вот мы уже насобирали с вами 3 плюса, а вот и один жирный минус. И он все перечеркивает, вот это позитивное. Луна будет находиться в знаке Телец до 13 часов 27 минут. Но с 7 часов 50 минут Луна без курса. При переходе из знака Телец в Близнецы Луна войдет в зону, где она не делает ни одного важного аспекта к другим планетам. В этой выключенной зоне Луна считается бездействующей, но называют астрологи без курса. Она в это время находится в своеобразной спячке, а значит, начатое дело не будет иметь положительный результат. Время Луны без курса совпадает, кстати, по количеству часов на переходный период, когда энергии следующего знака, следующий знак у нас Близнецы, накладываются на время Луны в Тельце. Получается, что до 7 часов утра можно заняться посевами, но и здесь все не так просто. Луна 8 февраля переходила с первой во вторую фазу. Пик перехода 16 часов 51 минута. К этому времени добавляем 12 часов стрессового времени перехода и получаем выход из этого стрессового времени 5 часов утра 9 февраля. Вот остается у нас чистых для посева всего 2 часа. С 5 часов, когда завершится время вот этого перехода Луны из первой во вторую фазу, это 5 часов. Ну и 7 часов это как раз то время, когда вот это чистое время, далее уже будет спячка, Луна без курса. И вот с 5 до 7 часов это чистое время. И их можно использовать для посевов, для черенкования, для работы с рассадой, пикировать, пересаживать, саженцы высаживать. Все это можно сделать, чтобы получить позитивный результат с 5 утра до 7 утра. Тогда и получатся дружные всходы, крепкие здоровые растения и добротный урожай. После анализа этих 3 дней, 7, 8 и 9 февраля, мы с Александром пришли к выводу, что будем сеять семена на рассаду в период светового дня сегодня, именно 7 февраля 2022 года, когда это видео уже утром выйдет в эфир. Мы уже рассказывали об этих днях в агрогороскопах для разных культур, в посевном агрогороскопе на февраль. Так что вы уже знаете эту информацию. Но по просьбе нескольких наших подписчиков мы в этом видео раскрыли более широко тему нашего выбора, именно выбора дня для посева. На этом мы завершаем сегодняшнее видео. Оцените наш труд лайками и комментариями. Поделитесь этим видео с теми, кому желаете благополучия и добра. Пусть и они знают то, что от нас скрывали так долго, те, кому нужно было это делать, для того, чтобы мы спали и не занимались размышлением, что и когда нам делать, чтобы плыть по течению легко и просто получать позитивные результаты. Когда мы осознающие и знающие, то тогда у нас все получается хорошо. На этой позитивной ноте мы прощаемся с вами до следующего видео, то есть до завтрашнего утра. Желаем вам крепкого здоровья, удачных сегодня посевов, посадок,
всего, что вы запланировали, все у вас сегодня получится великолепно. Мы это знаем, мы верим в вас, верим в ваши творческие способности, потому что именно сегодня можно заложить прекрасный фундамент для урожая всего 2022 года. Что ж, пока-пока. До встречи в следующем видео.